Да, это он. О, какой он, смотри, как будто говорит: братан, возьми меня прямо здесь, смотри. Он реально так и говорит: возьми меня прямо здесь. Ребята, нам сейчас на этом ездить, если сильно повезет. Классная тачка, блин, мне уже нравится. Прям сразу хочется взять и купить. Он выглядит просто максимально успешно. Эта машина прямо смотрится как готовая к продаже. Обалдеть! Это просто начало офигенной истории. Супер! Просто супер! Черный салон, тонер спереди по ГОСТу. Ой, вся оптика битая, крышка мятая. Есть фаркоп, если оригинальный найти, крепление. Очень удобно осматривать зато подвеску, смотри. У меня есть подозрение, что это подготовка под газобаллонное оборудование, смотри. Опа, я прав. Интересно, оно работает, нет? Ой, да, хорошо. Флажок понижайки обломан, флажок помощи при спуске обломан по классике. Мауфон родной еще стоит. Ну так, слушай, вот прям в первом приближении то, что надо. То, что надо, максимальная боль и унижение прям вот в этой картине есть. Я уверен, что даже под этой листвой двери не осталось. И судя по вот этому зазору, просто здесь столько шпакли, что... О, смотри, дверь упирается в крыло, покрашена с баллончика. То есть это не шагрень, это просто... Здесь должны быть дворники. Причем у нас нету даже привода дворников. Здесь они содержатся обычно. Такие вот выть. Их нет, они физически даже сняты сами. При этом я слишком давно с этими тачками. Я вам говорю, через 5 минут он будет порхать. Что такое? Ребята, вы серьезно? Нет. Это киберпанк? Блин, нарядно. А вот теперь понимать. Плечиком. Вот доводчик барахлит. Блин, классно. Это идеальная тачка, на которой нужно приехать покупать вторую идеальную тачку. Заводится? Да. И документы есть? Да. А можно продемонстрировать сначала, как заводится? Предпродажка, видимо, была, видишь? Сейчас. Почти все цилиндры даже сразу просыпаются. О! Там явно такое ощущение, вот той башки нет, да. Даже помытая подкапотка, смотри. Сейчас, если дверь закрыть, может быть, что-то и произойдет. Ну и капот, наверное, тоже. Нет? О, не, он, по-моему... Блин. Нет? Поднимается. 2 цилиндров как будто нет. Поднимается, да? Ну так, очень. Это нормально он поднимается. Хотя по ощущениям вроде нет. Давай послушаем компрессор. Ну как, тут частично поднять, частично опустить. Работает? Да. Компрессор-то пытается. Вот он, подстаканник, которых уже не стало в 2005, по-моему, или 2008 в Ресте. Они офигенные. О, и такой штуки даже у меня не было. Это опциональная. Опа. Преды на месте. DVD в подарок. Альберт. Ладно. О, сзади, видишь, все необходимое. Масло, антифриз. По мелочи. Значит, не кипит и не ест, да, ничего. Блин, выглядит классно на самом деле. Прямо чисто за внешку хочется взять. Ну что, пацаны, скажете? Пробная поездка, мне кажется, не нужна. Все плохо на самом деле. Ну, например. Ну, по электрике его просто не сделать, пока его полностью не разберешь до проводочка и заново. Так вы видите мне этот... Подкачку. Ну. Под компрессор. Тачке надо дать подкачку. Да, и все. Блин, меня больше волнует то, что гидрача нет. Сейчас будет легкий дискомфорт. О, да! Там такой, тебе оттуда. Там фиксик просит помощи. Как лом. О, вот это уже радует. Так, слушайте, ну все здорово, машинку надо забирать. Просто чтобы посмотреть, что будет дальше. Непосвященному человеку может показаться, что это дрова. Это алмаз. Просто пока он еще не огранен, понимаешь? Короче, мы ждем хозяина, отдаем бабки и просто едем сейчас в эйфории по Крестовскому острову. V8, братишка, ты чувствуешь, да? Главное пристегнуться. Безопасность на первом месте. Руль вырывай.
Блин, вот эта тачка. Жестко мы едем таким рачком. Ну, немного там подвесочка туда-сюда. Руль, ты смотри, как стоит наоборот. Блин, вот это жир. Это просто жир, немножко горячевато. Развернулся, согрелся зато. Ну-ка, спинка ломается. Она еще... О, да, заработала! Ломающаяся спинка. Такого жира уже нет в новых кузовах, а здесь был. Смотри, это так удобно. Этого так не хватает мне в Кхере. Ломающаяся спинка. Как это было классно на Понторезке. Нам все завидуют. Наверняка оборачивается. Наверное, подумал, какая крутая тачка, да? Какая-то ошибка у нас выскочила, судя по звуку, но не работает монитор под приборами руля. Какого хрена? Что происходит? Короче, в описании была указана еще интересная штука, что у нас переключается только до третьей передачи машина. Нет, не переключается, плохо. Нет, у Затефа есть особенность, пока живая, там хоть одна передача есть, можно руками переключиться в плюсик. Нет, не переключается. Очень стало жарко, братан. Комфорт комфортом, а думать надо и о себе. У нас, походу, 1/2 осталась. Или 1/3. 1/2, скорее всего. По городу Хасавить самый нормес. Тормоза есть и хорошие, кстати. Почему вам это не нравится? Я по глазам вижу. Чего вы негативно настроены? Там какие-то предупреждения загораются, главное. Супер на агрессии в городе на одной передаче. М62, давай! Кипим. Все, приехали. Сейчас парковаться надо. Все, братан, доехали мы. Пока не поздно. Надо успеть сюда повернуть. Да, я смог. Все, пошло. Мы успеем. Все, кайф. Давай посмотрим, что под капотом. О, вот это хорошо. Теперь есть кадр. Ну, в общем, все понятно. Кипит, именно поэтому сзади были канистры. Вот их тут целая куча стояла с завода, мы про это вам говорили. Поэтому, когда вы покупаете тачку и видите, что сзади стоят уже канистры, все, вы никуда не доедете. Это сразу, такую машину покупать нельзя, потому что если столько с собой воды, значит машина постоянно кипит. Поэтому снимаем прямо здесь. Изначально он стоял за 350, и было это примерно месяц назад. И я четко помню, что было написано: торг неуместен, цена и так сладкая. Да, Яр? По-моему, мы так следили за этим. Прошел месяц, Яр звонил человеку раз в день, ночью, шепотом, и говорил ему: привет, это снова я. И самое обидное в этой ситуации, что, похоже, Яр был единственный, кто звонил этому человеку, в принципе, по этому объявлению. И так часто. И человек, кстати, парень оказался суперадекватным. Терпел, и тем не менее, даже когда цена была 270, Ярослав продолжал звонить и говорит: еще пятак, слишком дорого. И в итоге 265 тысяч рублей по-прежнему без торга. Естественно, машина была приобретена. Это нас очень порадовало. И в любом случае, это самое выгодное предложение. Дешевое плохим не бывает. Это самое выгодное предложение. Напомню вам, Понторезку я покупал в апреле 2015 года за 415 тысяч рублей. 265. Да, Понторезка была лучше и по кузовнее, и по-прочему, но тем не менее 265 тысяч рублей. Самый популярный запрос типа машина на автомате за 300.
Вот она. Кипит мотор, не работает ГУР, есть тормоза, самое главное, не работает кондей, что-то еще, но я слишком давно с этой тачкой. Как бы плохо не были бы дела, если вы просто скинете с неба возле меня старый Range Rover, я подниму из пепла свою империю. И теперь я вам это докажу. В этой вселенной я бессмертный, как и эта машина, пока она рядом со мной. Это самое главное. И более того, купили мы ее не просто, чтобы показать вам, что это все вот так вот просто и можно поднять, и путь Понторезки можете повторить и вы, если у вас есть опыт, навык и знания, самое главное. Ничего сверхсложного в этой тачке нет. Но и то, что на этой машине мы сможем уехать в любую точку этой страны, если захотим. Уже скоро. Royal Beach. Ярослав, именно так ты себе представлял, Жизнь что на ты вот Крестовском? так будешь Да, ходить конечно. в Крестовский на Royal Beach? Выглядит довольно уверенно. Так, ну вроде по химическому составу, я думаю, это очень близко к антифризу. Я уверен, там по химии все то же самое. Мы оригинал берем. Блин, если бы такие Range Rover продавали 3 года назад, я бы даже SVR себе не купил. Так, завожусь. Пушка. Короче, доедет до самого Сан-Франциско, я по-прежнему уверен. Это все-таки вода питерская, местная, он должен как-то привыкать к этой обстановке. Ну, немножко финки есть. Забей, поехали. Все в порядке у нас. Тем более у нас есть поддержка. Моральная. Вы чувствуете? Чувствуете, господа? Уже совсем скоро конец августа, а конец августа — это приближение самой огромной распродажи на AliExpress. Распродажа будет с 23 по 27 августа. Это отличная возможность закупиться смартфонами, ноутбуками, бытовой техникой и всем чем угодно в 3 раза дешевле. Ну и самое главное, что про эту распродажу знают наши друзья из Letyshops, поэтому они организуют супер конкурс, который вы очень любите, естественно, называется он MacBook в руки. Суть его очень проста. До 27 августа вам нужно совершать покупки на AliExpress от $25 с кэшбэком. И тогда вы будете участвовать в конкурсе и можете стать обладателем одного из 7 ноутбуков. Ну и плюс ко всему, Letyshops еще запускает в этот период горящий кэшбэк, и он увеличивается в 3 раза. То есть, если раньше с покупки вы могли вернуть 200 рублей кэшбэка, то теперь вы с нее легко вернете 600. Но количество активации этого горящего кэшбэка ограничено. Само собой, такой выгоды не мог упустить и я, поэтому уже подобрал себе несколько товаров. При этом, естественно, я перешел на сайт после Letyshops, чтобы получить и билеты для участия в конкурсе, и горящий кэшбэк. Так что, если хотите получить шанс выиграть MacBook, получить горящий кэшбэк, то переходите по ссылочкам в описании, регистрируйтесь на Letyshops или скачивайте приложение. Оно такое бывало, это не новое масло. Вообще далеко не новое. Так. Значит, смотрите, масло у нас черное. Оно вообще не горелое. Оно вообще не горелое. Ладно, помимо вкуса. Знаете, бывает, когда масло горелое, вот так его начинаешь сливать, в боксе прям пахнет гарью. Это масло просто старое, чертовски старое. Это может и хорошо, может все-таки реально соленоиды. Значит, до нас не лез никто. Да блин, я верю в чудеса. Это Range Rover, эта машина вывезла меня на вершину. И она сделает еще это столько раз, сколько мы захотим. Все в порядке. А, ты даже, наверное, не знаешь, где здесь кассеты, да? Вы же не видели самого главного. Нет? Ты готов? Да. Короче, в чем фишка? У нас есть кассета со свадебным видео Альберта и Бесханум. Круглая кассета. Да. Внутри DVD не было. Но беглый осмотр CD-ченджера показал нам качественный контент в виде Стаса Михайлова. Далее у нас идет исполнитель, которого зовут Мишари Рашид, Анашиды. Вот, боюсь, к сожалению, ошибиться в произношении. И самое главное, 2 бесценных диска как раз со свадьбы Альберта и Бесханум. 1 и 2. Посмотреть их, к сожалению, не удается, потому что у нас DVD не поддерживается CD-ченджером. Это все 2011 года, и мы пока не знаем, стоит ли вообще лезть так лично в жизнь. Короче, мы прибегли к самым потаенным технологиям. Это выдранный из какого-то лимузина DVD-плеер, потому что, к сожалению, диски находятся в крайне печальном поцарапанном состоянии, поэтому их невозможно воспроизвести ни на компе, ни на ноутбуке. Мы уже шагнули. Шло! Ну, операторская работа, конечно, Владян, тебе есть почему поучиться. Или я в целом давно не был на свадьбе, или здесь что-то не так. Ну, выглядит как безудержное веселье. Это все на улице, да? Я надеюсь. Да, вон деревья растут сзади. Так, давай посмотрим сразу следующий диск.
сходу, да? А этот проще отправить сразу в Следственный комитет, мне кажется. Там для них больше информации. О, вот это ты видел? От начала до конца. Вот. Денег. Смотри, пошел флекс. Вот уже деньги появляются, смотри. Смотри. Короче, погнали чинить ренджа. Рейндж. Мы слишком много видели сегодня для того, чтобы жить спокойно. Ну, один подкинули датчики, он его видит в диагностике, ну-ка. Да, вот. Да? Передний, Точно, заработал. Пацаны, Ничего мы себе. ща поедем раздавать. Нет, походу ты все. Вообще ничего не стучит. Это первое правило этого стетоскопа. Тоже ничего не стучит. Хотя бы. И в мешане ничего не стучит. Так, передняя правая. Передняя левая. У нас шкалит. Какой вы говорили шкалит? Да никакой у право нас. зашкаливает. Это- Задняя правая вот это. 99 миллиметров. Он под грунт ушел. По-моему, минус 272, который. Вот это вот. А, задний правый минус 270. То есть, возможно, понадобится еще один датчик. Путешествие к центру Земли. Смотрите, еще какой классный лонжерон. То есть удар в зад был прям крепкий, что аж здесь пошло отрывать потихонечку. Уф. Уф, какой он божественный. Ну, про все вот эти зазоры внахлёст мы вообще молчим. По колхозу в итоге датчики просто привариваются вот так, потому что эти датчики простояли 17 лет. И я верю, что через 17 лет тот, кто их будет снимать, он снимет их болгаркой, и все будет нормально. Зато сейчас мы поедем. Ситуация в чем? Мы закрыли ребят в подсобке, потому что ручка есть только с этой стороны. С той стороны ручки нет. И сейчас вы видите, как ребята оттуда выцарапываются. Давайте опустим камеру ниже, где-то здесь. Вот, смотрите. Там Что-то высверливает. непонятно. Мне кажется, сейчас дверь слетит. Шуруповертом, мне кажется, с петель снимают, да. Ну вы как, сами или помочь? Хорошо, дадим чуть-чуть шансов. Чуть-чуть, да, приоткроем, погоди, вот так, нанеси. Шансов больше. А ведь можно было просто попросить открыть дверь. Но, к сожалению, мы не знаем, что делать, нас никто не просил, поэтому ждем дальше. Смотри, они что-то замышляют. А, черт. Тайная жизнь домашних животных. Во, вот сейчас шевелится. Да, давай, вот так. На 6:30 сейчас. Точно нормально все? Закрывай. Ну ладно. Они там сидят уже полчаса. Так, а тем временем мы уже готовы пробовать. Итак, сейчас, по идее, я не знаю, одеваются колеса, машина ставится, и должна произойти магия в виде того, что кузов машины должен будет или выравниваться, или стоять под углом. Вы все спрашиваете, когда прекратится съемка с GoPro? Я не знаю, ребята по-прежнему в чулане. Да? Ну-ка. Я думал, отсюда выйдет. О, да, как? В чем секрет вашего успеха? Они нашли здесь Ну, 6 стрелка, никакого машин. Ну, конечно. Да, все, Владян, пойдем со мной, если ты хочешь жить. Так, зад встал, морда пока падает. Падает, давай, ничего не очнулось. Давай попробуем зажигание включить. Что-то должно произойти. И закрыть дверь обязательно. Датчики есть, они работают. И наверняка что-то произойдет. Что по ошибкам? Так, все пусто. Ошибок нет, стабилизация в порядке. Все четко абсолютно. Сейчас будем адаптировать. Так, какие-то чеки, ошибки. Ну-ка, пневма.
Неисправность переднего левого клапана, датчика высоты клапана, клапана, Клапанов подключен клапана вообще? высокого. Кстати, наверное, нет. Там вот Нет, эта петрушня там фишка слетает снята. с него. Нет, Вот. там фишка слетает. Гуси. Да, так давайте подключим для начала. Мы забыли подключить блок клапанов. Ну, не мы, а ребята. Но я изначально спрашивал. Я чуть тебя спрашивал, что снизу висит за петрушня? А это он. Все будет нормально, пацаны. Просто дайте машине собраться вместе. Дайте просто детали, которые должны быть с завода, и все поедет. А руль лево-право сделай, да? А, гидрача, вы не заливали жижу? Не вопрос. Погоди, а пневмо не горит теперь? Что-то изменилось. Все. О, ты заливаешь? Давай, 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 давай. Ку-ку. Мой мальчик. Да, вот он. Ошибка идет, перегрев компрессора. Да? Уходи, ошибка. Датчики на месте. Теперь с компрессором проблема. Ну, как и ожидалось. То есть по пневме все в полном порядке было. И компрессор можно другой подкинуть, ну реально. Что если просто в рисак давляк дать, а дальше уже пусть клапана сами разлюбливаются. Вот наш ресивер, значит, великий. Вапко, как и компрессор. Все нормально. Здесь от него блок клапанов стоит. И с ним что-то где-то не то. Вот это стопудово приходящий. Давай его хотя бы скинем, вообще попробуем, продует ее компрессор или нет. Я приколюсь. Так я приколюсь, если мы трубку не продуем. Все будет нормально. Я прямо верю, что в какой-то момент сейчас она такая... Все, ребята, я готова. Короче, есть клапан запорный, который не дает воздуху, по нашему мнению, наполняться в ресивер. Потому что ресивер стучит явно как ненаполненный, он слишком легкий, мало воздуха в нем. Значит, поэтому и насос компрессора пытается давить, и моментально ничего не накачивает, и уже сразу же как будто и накачал. Даже если просто был бы ресивер, больше времени бы уходило на его прокачку. Таким образом, если идея этот клапан или аннигилировать, или на него принудительно подать. Кстати, вот уже тут видно, что пытались подать плюс. И тогда этот клапан откроется, и ресивер начнет наполняться. И пойдет воздух, и вся система зафигачит. Так, звук. Да. О, как мы и предполагали. Но мы думали, больше огня будет. В глазах, по крайней мере, мишень. Запала нету. Да. Все, режь. Я отрезал провод. Долго, сложно. Нет. Нам нужны простые, понятные решения. Да, пневмо это Здесь самое и простейшее. сейчас. Да, проще уже не бывает. Я предлагаю просто проткнуть 2 баллона задних. И уравнять положение. Ну, передний надо чуть подкачать, задний чуть спустить и все. Чуть приспустить. То есть маленькую дырку делать, чтобы вот просчитать. Да. Так, О, тихо. ты слышишь это? Это был хороший звук. Только какой это был клапан. Это я попытался какой-то из баллонов задних спустить. Так. Давай, хоть я буду здесь трогать, а ты подавай напругу туда. Мне на ладонь прям. Тихо. Вот это. Явно Вот работает. это. Вот это. Мы можем А всё, он попробовать, уже кстати. Уравнялось. Вот он почти уравнял. Да. Нам Сейчас по зад сути, надо присеешь. еще. Поднять вверх. У нас не работает один клапан, который на входной вход. Да. Мгм. Вот в чем проблема. Входной клапан, мать его. То есть в любом случае оно Может сначала снять и было просверлить У меня такая же идея. Что если мы уберем клапан? Что будет? Да, по большому счету ничего. На самом деле ничего. Подпор все равно есть в Можно компрессоре. клапан поставить как на трубах такой. 4 клапана, и ты спустил правый и задний, а левый. Если Все его нормально, значит, работает. Если его сейчас спустить, ты представляешь, как он вообще... Так щас это значит будет? одно, что в ресивере реально не было воздуха. Да, в него Что ничего не все проходит. четко, потому что клапан запорный. Поэтому выдергиваем блок клапанов и пробуем просверлить его насквозь. И все. Зачем так жестоко? Блин, мы прямо вот, чувствуется, что все можно восстановить, вообще никаких проблем. Да, но нам это не надо. Нам просто это не надо, нет времени. Но реально, вот если ты один, у тебя есть время в гараже, все прямо разматывается, это легко вообще. Ничего тут супер сложного нет. Ну-ка, зато он сейчас сядет она в лапшу просто. Уф, наконец-то. Мечта Дагестана. Ой, какой. О, хорошо. Починили, всё. Вот это лучше, чем я ожидал даже. Ваша машина готова. Наконец-то Забирайте. стонс, наконец-то ракообразное все расслабилось. Опа! Папа сказал, и горит он, потому что обмотка закороченная, походу. Сейчас кладем один на 27, обязательно второй на 30. Смотрите и учитесь. Тщательно обстукиваем.
Все, скриньте. Сейчас заработает. Воу! Смотри, 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 моя счастливая рука сейчас. Давай. Мы просто зауберем запорный. Да. Сказал? Соснули? Так он все равно Давай сюда, сынок, блядь. Он загорится. Сейчас, папа, тащи сюда своих фиксиков. Что ты там смотришь вечерами? Работать надо руками, понимаешь? Не, он не шевелится. Да шевелится, он вибрирует, да я руками слышу. Он вибрирует, но не шевелится. Да руками я вижу. Да, он шевелится. Он шевелится еще Шевелился. как. Я чувствую, руками прям вибрирует. Так, О, теперь давай сюда, мы до этого Теперь положили. сюда. Но провода греются песос. Ну, так ты же... Потому что там коротко. Сейчас разработаем его. Клапан все равно есть на ресивере, ну, на компрессоре. Никуда он не денется. И все. Мы можем просто подключить сюда, начать подавать сюда, открыть одну клапан просто вот, Да, вот этой так штукой. мы и так начнем Так, а подавать, зачем только его ставить на чтобы не подавать не сюда, а туда, где уже есть. Это легче, чем менять магистрали и переподачу и прочее. Просто сделай в клапане дырку, Миш, чтобы он всегда открытый был. Да, так сейчас Миша так и сделает. Короче, компрессор теперь качает. Качает он в ресивер. То есть воздуха стало много, а клапана перед-зад можно открывать при помощи... Его вырубило или он просто лег? Нет, он еще качает. Ну, нормально. А клапана можно открывать будет просто, грубо говоря, кнопочками, которые мы вставляем в салоне. Почему мы сделали в итоге так? Потому что где-то перебита коса от мозга до блока управления клапанами. И эту косу нужно искать, перебирать. Сейчас просто лень. Хотя восстановить все это можно. Значит, для восстановления нужно купить новый блок клапанов, потому что они продаются в сборе. И перелопатить косу, которая идет от мозгов до непосредственно блока управления клапанами. И все заработает, потому что датчики уже исправны и так далее. Позже будет время, этим займемся. Сейчас что важно делать? Накачать все баллоны. Да, ребята, а вдруг она мне останется? Накачать все баллоны и посмотреть, не взорвутся ли они просто или не травят. Вот и все. А ездить уже можно будет. Нет, они взорвутся. О, зад пошел, смотри. Впервые за многие годы он поднимается, да. Медленно, потому что, видимо, рисак пустой, потому что его хватило наперед. Нормально, уже он подкачался, смотри. Но это уже низкое, но почти ходовое положение, кстати. О, автоши. Жаль, что у нас ситуация вот кардинально поменялась. Почему теперь катер? Вот они, сантиметры дорожного просвета. Пошли. Красота. Не знаю, насколько хватит еще компрессора в таком режиме работать. Короче, все ясно. Значит, нужно оставлять именно такую систему сейчас, чтобы просто ехать. Разбираться с косами, там мало ли что-то кантом отлетит и так далее. Первично что? Мы сохраняем пневму, сохраняем возможность ей управлять, сохраняем положение кузова, то есть мы можем делать выше. Ниже у нас пока проводов не будет, чтобы делать так, что сделали выше, сидим, ждем, пока сдуется, если надо, или едем так. В общем, уже нормальная ведуха у Ренджа. Морда в самую лапшу на отбоях посажена. Зад чуть-чуть от отбойника приподнят. В таком виде он уже прямо имеет... По итогу все это вот теперь причесано. Все теперь замечательно. И вы посмотрите, мы имеем уже полноценный Range Rover, который выглядит, по крайней мере, не кринжово. Клемма опять слетела с аккумулятора. Мих, пошебуршишь там? Но есть еще нюансики мелкие. Когда клемма на аккумуляторе ослабевает, то ключ не поворачивается в замке. Все есть, отлично, спасибо. Не будем даже заводить машину. Главное, посмотрите, что делается. Это перед. Это зад. Опустился, да. Нет, перед зад это вот так. Вот это вот я могу сделать сейчас автоши. В рисаке кончился просто уже воздух. Видимо, там какая-то ошибка. А могу зад подкачивать потихонечку. Если бы в рисаке был воздух, вот сейчас бы зад пошел. По-моему, он даже потихонечку идет. Короче, это значит, что мы сами теперь регулируем положение кузова. У нас есть на это соответствующие кнопки. И мы себя чувствуем крайне комфортно. Все работает, все пушка.
И это можно сделать, даже если у вас нет никаких электрических схем, если вы ничего не понимаете, какие-то общие принципы электрики, и все, ваш Range Rover уже с пневмой. Даже если сдохнет там компрессор, покупаете какой-нибудь китайский компрессор на рынке, типа аллигатор, который уже с датчиком в комплекте идет, давление в системе обычное, 6,5 килограмм, как у всех датчиков, 6,50 отсечка. То есть просто китовый компрессор, который стоит 3500 вот прям в минималке, кидаете в багажник, подсоединяете к этой пневмомагистрали, и все работает. А здесь выводите как обычно. Ну-ка. О, задок пошел вверх. Короче, все отлично, ребята. На самом деле нужно немного подшаманить сейчас еще чуть-чуть. И уже через полчаса мы с вами поедем. Прям в дождь нафиг. Кондея нет. Будем потеть. По легендарному М62 все немного хуже. Дело в том, что с этим мотором все хорошо, пока все хорошо. Если начинаются какие-то проблемки, и вы начинаете их постепенно устранять, то вот, собственно, даже моя практика с рейнджом показывает, что это вообще не работает. М62 это тот мотор, который нужно складывать до упора, просто до конца. И дальше у вас два пути. Или контрактный, или вы роняете все это вниз и обслуживаете все сразу одновременно и рублей за 400. К сожалению, по-другому здесь не работает, потому что у нас сейчас по мотору ошибок нету, но работают типа 5 цилиндров, на холостых бывает 4. Связано это с подсосом воздуха. Подсос воздуха, если мы хотим устранить на М62, я все это прошел, ребята, я сейчас вам столько рассказываю. Садись, сынок, сейчас батя тебе расскажет, как его вылюбила в свое время BMW, и он больше на это не поведется никогда. Значит, вот там сзади есть блок, который отвечает за вентиляцию картерных газов. Он там прям сложный, капец, там с мембраной, он смотрит на впускной коллектор внутрь, но смотрит наружу, куча трубочек, что-то начинает в нем отъезжать. Вы пытаетесь его поменять. 1007 вы поменяли. Потом выясняется, что подсасывает где-то еще возле дросселя. Ага, значит, начинаем менять тут, начинаем тут. Потом выясняем, что впуск уже из-за того, что М62, как и любой BMW-шный V8, немножко в перегреве с рождения, будьте прокляты вы конструктора, да, эти BMW-шные, то начинает все несколько подтрескиваться везде. Вы меняете впуск и так далее. При всем этом у вас параллельно сыт масло. Масло сыт отовсюду, с моторного щитка, с переднего, из-под бошек. Откуда только угодно, с прокладки поддона, и это опять же из-под перегрева, потому что все плоскости немножечко не подходят друг к другу. В итоге М62, чтобы починить, вы должны поменять два комплекта прокладок, практически полностью перебрав мотор. Нижний комплект прокладок на сегодня стоит что-то за 10, верхний комплект прокладок стоит что-то за 15. Итого вы приезжаете на 30-ку, и вы поменяли просто долбаные прокладки, но это не помогает, потому что все плоскости слегка поведены, потому что долбанный мотор всегда в перегреве. Далее у вас есть натяжитель сервисного ремня, который в нашем случае заварен. Чтобы его поменять, нужно его шевельнуть, что-нибудь отколется вместе с кронштейном, вы его ни шиша не поменяете, это раз. Далее вы ждете и молитесь, пока отъедет генератор, который здесь с водяным охлаждением стоит, он типа на разборе 20, новый типа Саракет. Вы офигеваете от всего этого. Насос гидроусилителя, который на самом деле можно найти за пятак, но в большинстве случаев он стоит 15, и вас вылюбят и здесь. Плюс все вот эти вот прекрасные трубочки, которые тоже засохшие в перегреве, вы начинаете все это шевелить, все это отъезжает, вы ищете за трубочками, все это покупаете. При этом у вас по-прежнему подранный блок, а дальше приезжают цепи с натяжителями. Потому что цепи с натяжителями здесь не ходят ни черта. И эти цепи в натяжителях прочеркивают такие дороги. Собственно, с этих дорог сам материал, он забивается или в сетку маслоприемника, насоса непосредственно, да? Падает давляк, вы этого не чувствуете, он падает чуть-чуть потихонечку, и в итоге все это встает клином. Или башмаки вообще просто отваливаются, и у вас проворачивает цепь, и наступает, опять же, сплошной позитив. Короче, М62, я вам говорю, если вы пытаетесь устранить все это по времени, как это все возникает, это нереальный гемор. Таким образом, единственно верный путь с М62. Ребята, покупайте и ездите. Не обращайте внимания на легкие недочеты, пока эта хрень не крякнет. Все. Дальше вы ищете контрактник за 40 рублей, желательно. Такой прям бодрый. Пока он у вас внизу еще на земле, пытаетесь его обслужить, какие-то прокладосы где-то китайские, больше герметика. Не парьтесь, забейте болт. Вот это рейнсовские, нет, как там, не рейнсовские, какие у них оригинальные-то эти прокладки, я все время забываю. Короче, забивайте на них просто болт, красный абро, самый дешевый герметоз, короче, с рынка, просто побольше его шпателем прям накидывайте, чтобы он в конце максимально рано перед, значит, накладками башмаков натяжителей, чтобы он раньше них забил вот эту маслоприемную сетку, и все это наконец-то стукануло, и вы пришли к следующему М62. Не лезьте в это дерьмо, мой вам совет. Поэтому у нас сейчас цилиндров по-прежнему 5-4, натяжитель сервисного ремня у нас заварен, еще есть какие-то подсосы воздуха, все идеально. Ребята, это делается вот так вот, все, мы едем. Смех смехом, знаю, что нам это уже не поможет, но УАЗик на Супротеке ездит уже
который раз, и как он ездит, вы прекрасно видели. Он ездит низкие 4 и просто выносит всех на треке, кого только может. И при этом мотор не ложится, учитывая, как собран этот мотор. Без каких-либо гарантий он до сих пор живой, поэтому, ребята, надо и сюда залить. Так что тут, это, знаете, можно в это верить, можно не верить, а можно просто залить и ездить дальше. Так что на всякий случай. И мы с Васиком тоже так и думали. Все, мы оставляем. Я серьезно причем. Я базарю, мы это так оставляем. Да. Прям смотри, можно же докрутить. Да. Все продумано, видите. BMW знает, как делать моторы. Компания Супротек знает, как делать и для кого делать присадки. Значит, у нас нету по-прежнему стрелки с бензином. Как мы это компенсируем? Мы заходим в онборд компьютер, где у нас есть расстояние до заправки. То есть физический уровень в баке есть, и он работает. И до заправки у нас 277 километров. Это значит, что мы по этой цифре можем смотреть, сколько осталось. Вот, мы даже крупно ее можем вывести. Сможем мы на нее нажать? Нет, но в общем она здесь горит. Таким образом, мы точно понимаем, что мы сейчас не обсохнем даже при отсутствующей стрелке. Это раз. Два, у нас все равно еще есть лампочка уровня, которая загорится, когда бенза будет совсем мало. Короче, все, огонь. Первая, вторая, третья. Третья, это была... Четвертая зашла, да! Все, пацаны. Нет, это не четвертая, проклятие. Не совпадает табло с тем, что... Да, и перестает работать переключатель. Все равно их две. Ай, зараза! Что-то не нравится, там ошибка соленоида по давлению висит. Еще ошибка одна. Смотри, лежак, как мы сейчас проедем. Офигеть, можно было не притормаживать. Ощущение, как будто мы даже валить начали. Короче, давайте начнем угорать. Мы едем сейчас в среднем положении, у нас все комфортно, но это не интересно. Морда пошла вверх полностью. Пошла? Да, оу, Морда вздирается просто до упора. Насколько это возможно. Кайфуем. А зад опускается в щи. Блин, как это классно выглядит снаружи, я просто знаю. И в таком состоянии мы просто едем вот немножко по району. Вам даже, по-моему, уже вас сзади качать начинает. Несмотря на то, что вроде мы еще и стоим. Затроил мотор что-то. О, больше газу. Все нормально. Едем. О, ничего себе, прям он поехал. Да, я уже вижу, что люди начинают выражать некое... Мы сейчас абсолютно не увидим реакции людей, но мы просто снимем это для вас, как это выглядит со стороны, чтобы вы реально кайфанули. Как смешно зад прыгает. Американские горки. Почему азеры тогда покупают классику и с ней вот делают все эти манипуляции? Ведь по деньгам проще купить взорванный Range Rover. И все, нажать две кнопочки, и все готово. Стиль тот же, только сидишь в комфорте. Ну, не в таком, конечно, как в классике, но все равно прикольно. Погоди, у меня еще классная идея есть. Полностью раздать стили. Смотри. Сейчас будем прыгать, пацаны. Вы готовы? Мы на отбойниках. Так, ну что, все, раздаем стили. Сейчас рельсы. Смотри, специально разгоняемся. Готовы? Давай, поехали.
Прикольно, прикольно. Ладно, давай поднимаем морду, зад не будем. Вы там кайфуете сзади, вам и так хорошо, я чувствую. А я сделаю себе катерок. О, да, детка. Лежак, но спереди у меня катер. Еще разик. Блин, это идеальное положение кузова, когда морда задрана, а зад опущен. И пассажиры сзади кайфуют. По полной. Блин, как ездят они на жигах этих, я вообще не представляю. Там же сзади блендер. Ля какая! Вы только посмотрите. Причем наше социальное изыскание на фоне того, что мы ездили и рачком, и катером, показали, что катер людям нравится гораздо больше. И мы начинали этот видос с того, что машина стояла вниз моськой, а зад был задран, а заканчиваем его наоборот. Только в этой ситуации уже мы решаем, каким быть Range Rover. Он офигенен. И вот в таком виде, когда ты едешь по городу, мало того, что ты прыгаешь на всех лежаках, на колоколом фаркопа цепляешь лежаки, опять же, чуть ли не до искр, это все ладно. У нас была идея магниевый брусок магния найти, закрепить его все-таки сзади на фаркоп и ехать искрить. Ну тогда мы могли, конечно, сгореть, это было бы печально. В общем, смотрите, мы движемся и по сей день, но это далеко не финал, потому что все-таки это Range Rover, и в одну серию уже просто не помещается все, что мы с ним хотели сделать. Есть знакомый коробочник, это самое главное. Есть коробочник, который делает нам все коробки, это драйв-сервис, и ему мы можем доверять. Соответственно, когда вы обычно приезжаете делать коробку, вы прекрасно знаете, что вам в любом случае скажут: братан, все плохо, полная капиталка, все сдохшее. По ошибкам сейчас у нас у коробки 2 соленоида в аварии стоят. Вдруг можно только их поменять? Ведь, по идее, мы сняли поддон, там гидроблок, мы сняли гидроблок, соленоиды поменяли, по жесткому бичу просто все обратно это же масло залили и попробуем поехать. Вдруг появятся передачи. Далее нужно сделать понижайку, и у меня есть АТ-шная резина. В следующей серии эта штука попытается ехать на оффроуд. Понижайку-то мы точно сделаем, это понятно. Она управляется просто плюсом на серую. Это вот прям замкнул просто и поехал, и все, она включится. Мы попытаемся поехать на оффроуд на Range Rover. Такое уже было однажды. И эта штука может нырять, что вода идет по капоту, и ей за это ничего не будет, потому что это Land Rover, ребята. Я считаю, что у нас все получается абсолютно. Мне очень нравится то, что можно сделать по стилю с этим рейнджом. Мне очень нравится по-прежнему то, что мы, по сути, давайте посчитаем, сколько мы вложили на самом деле. 3 датчика положения кузова, которые были нужны, но тем не менее 3 датчика положения кузова. По 3000, да, то есть 9000. Масло там что-то тоси-боси, гидрач, трубки, то сюда. То есть реально это был ремонт за 20 тысяч рублей, если бы вы его делали сами. Понятно, что в нашем случае просто ко всему это добавилась слесарка, но в этой серии не было абсолютно ничего сложного. Насос гидроусилителя мы ему покупали. Хорошо, 25 тысяч рублей максимум мы вложили в ремонт, и тачка едет. Хотя забирали мы ее словно мертвую, но у нас есть гидрач, рабочая пневма, с передатчиками только разобраться, но тем не менее даже в таком положении она уже стоит дороже, но почему не стоит восстанавливать ее по нормальной схеме? Да, можно было запустить сюда нормального электрика, он бы восстановил пневму, чтобы она работала от датчиков, и у нас барашек в салоне, все это менял, чтобы работала серво, и даже разобраться с мотором, но почему это бесполезно? Потому что у нас кривейший кузов, господа. Машина сильно битая взад, нет зазора в дверях, это все мятое, там все везде мятое, в морду она тоже битая, там тоже везде все мятое. Оптика. Если вот это стекло мы найдем за 5000 рублей, вот это вот одно на фару, да, 5-6, на фарах мы стекла поменяем. Вот это продается в сборе, стоит конских денег. Задние фонари, как вначале говорил нам продавец, и где его обманул слесарь, сказал, что ему стекла сделает на задние фонари, никто не сделает. Задний фонарь стоит
15 тысяч рублей. Вероятно, даже дороже. И их нет на разборках, поверьте, это редкая опция. И Китай стоит примерно столько же, ну типа под рестайлинг. А фонаря нужно 2 и так далее. И есть ряд супер дорогих опций, тот же мотор, как я вам до этого объяснял, в которые невозможно залезть без потерь около 100 тысяч рублей. Таким образом, эта машина теряет смысл, ну, прежде всего, на стадии кузова. Ладно, там мотор был бы легший и все остальное, но хотя бы ровный кузов. Понтареска, которую мы купили за 415 тысяч рублей, была ровная по кузову. Да, гниловато, да, то сюда, но она была не битая, она была в геометрии. Здесь вот уже шпакля лопается. Представляете, сколько ее там? Крыло замято, то даже. Если от удара у вас замяло крылья и зазоры уехали, что аж двери не закрываются, кузову хана. Ничего с этим не сделать. Совершенно. Ее нет смысла восстанавливать, потому что под восстановление Range Rover можно брать полностью мертвый, но главное с ровным кузовом. Все начинается с кузова и документов. Запомните это, молодые реставраторы. Поэтому вы, когда видите машину, которая вот, казалось бы, комплектная даже стоит, все с ней в порядке, но просто сгнили полы, забудьте. Все, ничего уже не получится, потому что это силовая конструкция кузова, лонжи, полы и вся геометрия строго должна быть ровная. Иначе вы никогда ничего не восстановите, и у вас до конца будет полностью исправная, гнилая, как желе, машина. С этим образцом у нас ровно такая же история. Поэтому, господа, все, что остается на нем, это поездить еще несколько серий и доказать, что если бы не кузов, не существует неподъемных Range Rover'ов. Этот же поднялся, как вы видите. Хочет зад, хочет перед. Ожидает оффроуд и потом, естественно, господа, проверка безопасности. Я же вам обещал однажды, что мой Range Rover полетит на столб. И сказал, что если надо будет, и мой Range Rover полетит на столб. Не переключайте канал. До скорых встреч. Следующий оффроуд. Пока. И удачи, конечно же, и удачи всем нам. Без нее здесь ничего не получится.